Единственный народ, который пострадал и потерял все, в том числе и родину, это черкесы. Ассаламу алейкум, фредораблара дикатным, Черкасиан медиа, приветствую всех зрителей на канале Черкасиан медиа. Мы продолжаем нашу работу. Сегодня у нас в гостях руководитель черкесского центра Мираб Чухва. Приветствуем тебя, Мираб. Здравствуйте. Хотелось бы говорить о хорошем, но такое настроение, что случилось после всех бед у черкесов, которые они, к сожалению, пережили у себя на родине, потом смогли обосноваться в Турции. И это они уделяли сколько лет, сколько десятилетий, уже больше, чем века. И тут такая общая беда. Мы узнаваем, что количество, к сожалению, погибших растет. И мы не можем, конечно, и никогда мы не отличали по национальности людей, когда общая беда. И мы видим, что турецкое государство тоже никого не отличает и всем одинаково помогает, поддерживает. Но просто жаль, когда люди после геноцида, после этночистки обосновались, уже накопили какое-то количество и имущество, и сейчас ничего нету. И, конечно же, хотелось бы еще раз напомнить, что мы в Грузии, на Кавказе, в нашем центре поддерживаем и выражаем соболезнования, и всегда открыты, и будем участвовать, конечно, по мере своих возможностей. Очень примечателен тот факт, что с черкесами, как с нашими партнерами, как я переписываюсь и объясняю ситуацию о наших других мероприятиях, один у всех ответ. Все наши расходы сейчас уходят в Турцию и в Сирию, потому что там беда. То есть они у себя все это отложили, и все работают в этом направлении. И вот сегодня у нас как бы радостный день, потому что 11 лет тому назад был обоснован наш центр, и именно сегодня, 16 февраля, мы начали работать. Открылся наш центр, и согласитесь, что 11 лет – это лет насыщенной работы и партнерства, координации черкесско-грузинским, и вообще кавказским миром. Но нету никакого настроения лично у меня сегодня что-то праздновать, отмечать, хотя всегда наши партнеры, и слушатели, и зрители помнят, мы отмечаем этот день особо. Вот в прошлом году было десятилетие, и со всего мира мы черкесов собрали и физически, и в Zoom-конференциях. А вот сейчас это все пропадает. Но все равно жизнь продолжается, а мы должны бороться для того, чтобы все было восстановлено. И горжусь, что вот были случаи, я видел, когда отличался не только вот грузинская сторона спасителей, но даже как бы конфликтующая сторона, греческое государство, министр иностранных дел Греции приехал в Турцию и обнимал своего коллегу, министра иностранных дел Турции. Это вообще первый случай. Ну, да, была беда, это огромная, катастрофическая трагедия всего мира, но вот такие процессы как бы обнадеживают, что горе пройдет со временем, но отношения людские, человеческие и межгосударственные, межэтнические будут на здравом смысле развиваться. Действительно, это общечеловеческая трагедия, и мы видим, как
все люди, все страны мира консолидируются вокруг помощи живущим, пострадавшим и в Турции, и в Сирии. И это очередной раз напоминает нам о необходимости гуманного сосуществования в мире. И на примере мы, как канал Черкассиан Медиа, освещаем события, непосредственно связанные с черкесскими аулами. Тут стоит отметить, что несколько десятков аулов разрушены, более сотни погибших черкесов уже установленных. И это большая трагедия, мы еще раз выражаем свои соболезнования, но тут же мы отмечаем высокий уровень консолидации вокруг помощи пострадавшим. Это не может не радовать, не может не вдохновлять. Я еще раз увидел и убедился, что черкесское общество, оно единое общество. И вот этих соболезнований, которых мы получили от других кавказцев в связи с этим, чувствуется, что они тоже следят за этим. И я думаю, что сегодня может зародиться, обновиться еще раз объединение черкесской беды. К сожалению, трагедия и геноцид стал один из факторов черкесской идентичности. И мы видим, еще раз повторяюсь, может быть, но этого особо хочется, люди, которые вынуждены были покинуть свои дома, через 100-150 лет становятся опять-таки уже природными жертвами самой природы. Но сплоченность черкесского общества воодушевляет, вдохновляет тому, что эта нация будет возрождена и Черкесия состоится. Не забывай, что ты черкес. Мераб, сейчас ты сказал об актуализации вопроса Стова, и ты очень справедливо заметил, что эта сплоченность вынуждает не только самих черкесов увидеть и очередной раз убедиться, что мы единая нация, но и другие народы отмечают это примечательно. В связи с этим, в продолжении темы даже можно сказать, хотел бы задать один вопрос. Сегодня по разной информации из разных источников мы видим, что актуализация этого вопроса идет в том числе и из Украины. Верховная Рада по разной информации активно готовится к признанию черкесского геноцида. И главным ньюсмейкером этого вопроса сегодня выступает депутат Верховной Рады и представитель Украины в ПАСЕ, в Совете Европы, Алексей Гончаренко. Я бы, наверное, не стал его вспоминать, но буквально вчера черкесский общественный деятель из Иордании Адель Башкави написал обзорную статью по итогам конференции, прошедшей на площадке в Соединенных Штатах Америки, где одним из участников был как раз-таки Гончаренко. И он появился на этой конференции с надписью на футболке «Кубань», тем самым демонстрируя свои, может быть, или от имени Украины претензии на эту территорию, рассуждал о Кубанской губернии на этой конференции. У меня вопрос к тебе, как кавказоведу, ученому в первую очередь, как человеку, который готовил научное заключение к признанию геноцида грузинским парламентом. Как эти две повестки могут сочетаться в данном случае у Гончаренко и вообще, в принципе, сочетается ли это между собой? Первое, что я хочу сказать, я не могу отождествлять позиция государства Украины с сомнением
господина Алексея Гончаренко. Я не думаю, что это две разные вещи. И мне нравилось, наоборот, когда господин Алексей приходил в Турцию, побывал там с черкесскими деятелями, обсуждал все нужды и вопросы черкесского народа. Потом он ездил и в Америку, и там встречался. А сейчас еще раз вы говорите, и я в курсе всех этих дел, потому что черкесы Америки у нас в контакте, мы с ними сотрудничаем. И это просто удивляет. Почему? Потому что Кубань происходит от реки Кубань, бассейн этих мест, начиная от Карачаева-Черкесии до Азова, протекает эта огромная река. А что за территория это? Это же Черкесия. Не было никакого Кубани как региона, как области, а губерния это вообще не черкесское понятие, потому что черкесское государство, черкесские народы проживали не по губерниям. Они проживали у себя на родине, где сформировалась черкесская нация. Черкесская нация, которая, начиная от Крыма, до порой и включая Крым, проживали испокон веков. Датировка черкесского присутствия в этих районах, в этом регионе, исчисляется тысячелетием до нашей эры. Потому и историческая топонимика, ономастика всей этой территории исконно черкесская. Я могу перечислить по регионам, какой народ черкесский проживал где, какое общество. Потому что сама нация Черкесии – это единая нация, включая Убихо. Но Новороссийск, Анапа и так далее была заселена натухаевцами. И то, что пишется, что они один день как бы покинули эти территории, это вообще несправедливо. И если эта территория Кубань, а не Черкесия, тогда кто мне объяснит, почему опустошены районы, села, города, побережье Черного моря, почему там не проживают черкесы? Тогда как формирование черкесского народа, а потом и геноцид, и этночистка происходила в этих территориях. Потому там нету черкесов. Это причина того, что это территория черкесского геноцида. И сейчас обсуждать этот вопрос в контексте, когда черкесское общество переживает за украинский геноцид, зная, испытывая на себя, что такое геноцид, конечно же, просто удивляет. Ну, так мягко говоря. Но никакой научной обоснованности тут говорить не приходится. Поражает то, что удивляет, не знаю, как сказать, почему у господина Гончаренко такое продолжение, преобразование того, что было, что мы видели раньше. Я думал, что он сочувствует черкесским событиям, тому, что был геноцид. А у него как бы получилось, что прямо
соль на рану сейчас идет. Народ, который испытывал на себя такую тяжелую, такое испытание и спасся, и сегодня получает, мол, Кубань это не Черкесия. Такого не может быть. Это просто неприемлемо. И я как ученый, как кавказовед, и считаю себя частью черкесского общества как личность. Не могу согласиться с этим и могу просто сказать господину Гончаренко, что так не может быть. Это просто, мягко сказано, несправедливо. Ну, с одной стороны, действительно удивляет его повестка, потому что, как ты правильно отметил, он встречался и с черкесами, со многими. Я, насколько знаю, он обладает непосредственно и документами, тем самым заключением грузинского парламента и принятием. Да, это публичное знание, это публичная информация. Доступно. И с одной стороны удивляет, что встречаясь и контактируя с черкесами, он заявляет об одной повестке, говоря на эту тему в публичном пространстве, активно бравирует и позиционирует себя лоббистом этого вопроса. Но с другой стороны, если посмотреть на его биографию, в принципе, меня лично не удивляет его меняющийся ориентир. Люди, которые переживают за то, что сейчас происходит на Украине, и все отмечают поголовно, что это несправедливо. В это же время получают ответ, мол, Черкесия это не Черкесия, Кубань это не Черкесия. И из-за того, что люди переживают в Черкесии, у себя на родине, они теряют работу, теряют свое место в обществе, насильно изгоняют иногда из своих жилых домов, даже теряют все это. И в это же время приходит такая весть. Это просто для меня необъяснимо. Человек, который на себя сегодня испытывает тяжесть, горечь, геноцид, тут же появляется вот такое мнение какое-то необоснованное, никчемное, не исходит из контекста. Люди в Москве теряют, еще раз повторюсь, свое место в обществе. И теряют из-за того, что они за справедливость, они против этой войны. А в это же тут претензии, что Кубань как бы не Черкесия. Не хочу сказать, что Кубань это Украина. Да, там украинцы проживали. Но геноцид кто испытывал на себя? Россияне, украинцы, армяне, грузины или черкесы? Единственный народ, который пострадал и потерял все, в том числе и родину, это черкесы. О таких святынях. Святая граница для меня и для нормального любого человека. И черкесская граница есть черкесская граница. И она не может быть, чтобы поменялась. Не забывай, что ты черкес. Мераб, ты сейчас упомянул о теряющих работу за свою антивоенную позицию. И тут уместно будет упомянуть об именитой актрисе, которая была в младенческом возрасте усыновлена черкесским режиссером, видным режиссером. Я говорю о Лии Меджидовне Ахиджаковой, которая себя
идентифицирует как черкешенка, не раз об этом упоминала. И сегодня мы получаем новость о том, что ее лишили, по сути, лишили работы в театре «Современник» за ее антивоенную позицию, которая, нужно отметить, она выражает еще с 2014 года, с событий в Крыму. И тут у меня вопрос как к руководителю Черкесского культурного центра, как представителю культуры, интеллигенции. Насколько значимо слово представителей интеллигенции, насколько важно высказывание ими позиций своих по тем или иным вопросам в контексте происходящего в государстве? Я глубоко уверен, что госпожа Лия потеряла не только работу, но она потеряла себя. Вы представляете, человек, которая творила в театре в течение 50 лет, служила, и искусство для нее было единственное пристанище, теряет это из-за того, что она за справедливость. Но самое главное, мне кажется, везде, и в частности в России тоже, хотя бы один раз случится, что победит настроение ее и других, а не тех, которые сегодня агитируют войну. Я думаю, что будущее только с ней. И то, что она сегодня есть, это есть достояние российского общества. Потому что мы помним, вот когда был черкесский геноцид, помним всех, кто делал этот геноцид и кто отказывался от этого. И генерал Раевский, генерал Филипсон, они останутся как люди, которые предлагали альтернативный выход из этой ситуации. Но они были не услышаны. А мне хочется, чтобы сегодня позиция Лии Ахеджаковой, чтобы была услышана. И мне думается, что на сей раз, хотя бы один раз, в России так и случится. К этому добавлю, что действительно она сегодня потеряла себя, с одной стороны, ты сказал, исходя из того, что дело всей ее жизни, она осталась за бортом этого дела. Но с другой стороны, в традициях черкесского народа она поступила как настоящая черкешенка и сохранила свою честь, достоинство. И тут я, конечно же, поддержу, что если бы в свое время услышали Раевского, да, если я правильно назвал, наверное, Россия пошла бы по-иному. Или приняли бы план Филипсона. Никто же не заставлял. Вот, госпожа Лия, вы и так скажите. Она же все это от себя. То есть у нее есть внутреннее мужество выразить то, что и есть на самом деле справедливо, и сама справедливость. Она же знала, чем все это кончится. Но она пошла на этот шаг и сделала чисто, ну, по-черкесски, давай скажем, по-человечески. В рамках Хабза, да? Да, сегодня она покрывает друг друга. Вот, что по-человечески, что по-хабзе. И, конечно, в наших глазах она возвышается. На сцене она играла роль кого-то, а в обществе
она сыграла свою человечную роль, человеческую. И этим она как раз и будет возвышена. И в истории этим и останется. Не забывай, что ты черкес. Не могу не спросить о том, это вопрос от зрителей даже больше получается. Как следишь ли ты, во-первых, за деятельностью Черкассиан Медиа и как оцениваешь нашу работу за этот небольшой период? Ну, конечно же, это все происходит не за горами, все происходит передо мной, как оно все начиналось. Я не только слежу, я просто переживаю, но обнадеживает тот успех. И дело не в количестве, хотя и количество есть, потому что я видел некоторые наши и другие разговоры, там свыше 50 тысяч и так далее. Это просто огромные размеры для нашего дела, для нашей проблематики. Но главное, еще раз говорю, не в количестве, а в качестве подхода. Вы помните наш принцип. Будем говорить все, обо всем и только правду. Но еще имеет значение, как это говоришь. Иногда правду так говорят, что страдает сама правда. Вы подготовили общество, это ваш примус, ваше достояние ваше. И сегодня общество, которое сформировалось вокруг черкесской медии, Черкассиан Медиа, она состоявшееся общество. И меня радует то, что тут присутствуют не только этнические черкесы или чеченцы, там, ингуши, но и грузины, и абхазцы, что очень важно для нас. Потому что хоть в пределах одного проекта нам надо вести диалог. Откровенный, чистый диалог с теми, которые заинтересованы услышать правду. Но для этого, я думаю, это ваша заслуга, что созрел, общество созрело. Вы к этому шли и готовили. Я думаю, что вы на правильном пути, и еще многое получится. И я тоже, как один участник статистический этого проекта, все, что в моих возможностях, конечно, весь ресурс будет сюда вставлен. Я ценю твою скромность, Мираб, по поводу статистического участника. Но один вклад ты внес огромный, может, ты этого не заметил. Еще после нашего крайнего выпуска у меня теперь есть стандартное завершение передачи. Мы не собираемся молчать, мы будем продолжать говорить правду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Хайрджет зертлёне, ассаламу алейкум. عدلت وزي زمغا ويشاب خزم يكبزر ويبسم تغش سعد الوجز وتكون يحب شرشاب وابن خججا